Вот не было возможности рассказать, показать, что происходит. Он сейчас вообще, мой муж стал вообще, то есть он когда Дэни нету дома, он начинает бегать, орать, и я уже начинаю, честно говоря, беспокоиться за свою безопасность, потому что он ведет себя просто отвратительно. Я вообще боюсь, что он в порыве вот такой вот злобы может что-то сделать. Я вот сейчас позвонила Дэни в школу, он трубку не берет, наверное, у него урок. Хотела попросить, чтобы он пришел. Позвонила маме, мама говорит, приходи, собирайся. И он причем орет на меня, у меня мама на телефоне, он орет. Я ему говорю, мама свидетель, если вдруг со мной что случится, как его, мама все слышит. Вот он сейчас, наверное, звонит. Я выключила телефон. Абсолютно это не нужно. Сумасшедший ведет себя просто... То есть, когда никого нет, он начинает орать, у него здесь вот аж вены на шее надуваются. Поэтому я себя не чувствую безопасной. Поэтому я сейчас собралась, поехала к маме, пока он вышел на балкон курить. Я собрала быстро компьютер, взяла камеру. Абсолютно сумасшедший, абсолютно не контролирует себя. Ты мне должна, там принес 100 фунтов, 120. Начал мне кричать, что там Дэни не давай, дай ему 10, не давай ему 20 фунтов. Я говорю, а как он там туда только доехал свои 10. Ты мне должна отчитываться, предоставлять мне чеки на каждую, что ты из этих 100 паундов потратил. То есть он вообще просто сумасшедший, с ума сошел. Поэтому до окончания школы, Дэниной, по крайней мере, до 11, до 12 часов я тогда останусь у мамы, там посижу, поработаю. Вот, ну я пришла. Я пришла к маме уже вот, своим компьютером. Так что буду до 11 часов находиться здесь, пока Дэни не закончит школу. Ну вот, время уже подошло, Дэни сейчас, наверное, уже закончит. Время уже видно, не видно. Время 11:30. Вот, так что скоро я пойду. Как-то так. Вот, из этого видео, это то, что было вчера. Вот, и ситуация произошла такая, что утром я подняла детей, он их собрался везти в школу, и он мне дал 120 фунтов. Вот, что в пересчете на доллары, наверное, это долларов 6. Вот, и потом он у меня забрал 10 фунтов, сказал, что ему нужно девочкам купить воду там или еще что-то с собой. У меня осталось 110. Вот, и он сказал, что ему нужно будет за каждый фунт, что если я потрачу, ему нужно будет предоставить чеки на это все. Я сказала, что ты даже еду не купил, холодильник пустой, что там тебе, какие чеки тебе предоставлять? Я работаю, я приношу деньги, мне нужно за каждый потраченный фунт, мне нужно расчет. Но я как бы посмеялась, и потом Дэни пошел в школу, Мухаммед повел девочек к водителю отвезти. И потом, когда он пришел, то есть, что получилось? Он влетел домой, то есть, воспользовавшись то, что Дэни в школе, я сидела на кухне за компьютером, он налетел на меня
с воплями, у него тут даже на шее вот так вздулись вены, он начал на меня орать сумасшедшими голосом: ты должна передо мной отчитываться за каждый фунт, я работаю в поте лица. Вот. Возможности у меня снять это, конечно, не было, потому что это произошло как бы внезапно. Вот. И как бы начал орать, чуть ли не налетать мне с кулаками. И ты должна передо мной отчитываться за каждый паунд, я работаю. Вот. И как бы говорит: что ты сейчас делаешь? Я говорю: ничего не делаю, за компьютером сижу. Встань, сделай мне кофе. Я говорю: я тебе никакого кофе делать не буду. Встань и сделай мне кофе, я тебе сказал. Я говорю: я перед тобой отчитываю. Ой, я говорю: я тебе никакого кофе делать не буду. Вот. Он, значит, опять начал говорить, что ты должна передо мной отчитываться. Я сказала, что мне не с чего отчитываться. За 100 фунтов там не с чего отчитываться. На что он мне сказал, что если не будешь отчитываться, я буду давать тебе 10 фунтов в день, 10 фунтов твоя цена. Вот. И потому что я испугалась, потому что он стал очень нервный, очень какой-то неконтролируемый. Я стала набирать Дэнни, но Дэнни был в школе, он трубку не снял на меня. 2 раза я ему набирала. Вот, и я быстро набрала маме, мама ответила, и как раз он в очередной раз подбежал на меня орать, и я ему говорю: вот со мной мама на телефоне, и у мамы там, у нее дома ее муж, он лоер, он адвокат, и если ты сейчас что-то мне сделаешь, вот у меня есть свидетель, он на тебя сделает кейс. А там опять грязь полилась по поводу этого. Но он, слава богу, он пошел на балкон курить, и мама мне сказала: Галь, собирайся сейчас, приходи ко мне, чтобы не это. И я быстро, пока он был на балконе, быстро схватила компьютер, камеру и вот пошла к маме. Такая ситуация. Вот. Так что я сейчас стараюсь, то есть если я знаю, что он будет дома, я стараюсь просто без Дэнни не оставаться. Потому что когда Дэнни дома, он себе таких вещей не позволяет. Вот, на девочку он не обращает внимания, он орет. А Дэнни, он, видимо, как-то побаивается, потому что Дэнни вырос, и он уже при Дэнни себе таких вещей не позволяет. Вот. Так что вот так. Я просила Дэнни, у Дэнни есть друг, мальчик. Я просила у этого друга, у него отец очень известный международный какой-то адвокат, видимо, очень хороший. Он живет в нашем районе. Я попросила, чтобы он спросил у него какого-то семейного лоера, то есть все здесь как бы, лоера занимаются, адвокаты занимаются разными делами. Вот нам нужен именно семейный лоер, который будет заниматься именно разводом, который не будет бояться, потому что Александрия маленький провинциальный город, и здесь как бы, ну и вообще египтяне, у них вот это, так сказать, братство по отношению друг к другу, когда дело касается иностранцев. Вот нужен такой адвокат, который не побоится выступить за права иностранцев против египтянина. Вот, потому что это достаточно такой вопрос здесь щепетильный, и немногие адвокаты, наверное, только, в Шарм-эль-Шейхе, в Хургаде согласятся защищать права иностранок. Вот, и в Александрии тоже такая ситуация. Вот, в Хургаде, в Шарм-эль-Шейхе там есть такие лоера, то есть я читала на сайте, на консульском, есть там такие адвокаты, которые занимаются именно бракоразводными вот этими всеми делами. В Александрии есть такие адвокаты, но нужно искать такого адвоката, который какой-то сильный адвокат, который не побоится, повторюсь, защищать права меня, предположим, моих детей. Вот, ну посмотрим. Дэнни сегодня узнает, да? И попробуем поговорить, если, дай бог, если он кого-то порекомендует, было бы очень хорошо. Потому что в Египте лучше приходить по рекомендации, не то, что ты с улицы пришел, а именно, если тебя порекомендовали, это очень хорошо. Хотела сказать всем большое спасибо за поддержку. После видео по поводу развода столько от вас комментариев, столько положительных комментариев. Спасибо всем огромное. Я просто не могу, иногда не всем могу вовремя ответить, стараюсь ответить всем, но это занимает, соответственно, очень большое количество времени.
вот хочу вам сказать спасибо вам огромное, всем за поддержку, за моральный такой настрой. Спасибо огромное. Я думаю, что сил, дай Бог, хватит. Главное, чтобы силы не оставили. Вот. Потому что эта сила, как говорится, моральная и физическая сила очень нужна. Поддержка очень важна. Спасибо всем огромное.